Окей. Ну, давай. Значит, как называется это блюдо? Это блюдо называется осетинские пироги. С детства я смотрела, как мама делает пироги, и старалась научиться делать пироги. Можно использовать любую начинку, и картошку, и мясо, и капусту, и листья свекольные, и это будет очень вкусно. Те традиционные такие, если, допустим, на свадьбу делают или там, то делают из сыра пироги. Лет в 15-16 мне помогала мама, объясняла, и мне понравилось. А когда ты первый раз попробовала, это тебе мама испекла пироги? Да. Да. Я любила с мамой готовить. Правда, она не любила, чтобы я там что-то трогала. Как я. Я просто очень внимательно всегда смотрела, потому что мне нравилось. Я смотрела, как она делает. Потом делают еще картофчин, называется, пополам сыр и картофель. Картофель-пюре. Но традиционно это, конечно, сыр, осетинский сыр. Есть специальный осетинский сыр. Насыпай сыр. Когда надо это блюдо готовить? Когда надо готовить, ты можешь готовить его хоть каждый день. Но вообще, если брать по традиции, я уже тебе говорила, что готовят на свадьбу, на дни рождения, на праздники. Что важно знать при приготовлении этого блюда? Ну, во-первых, надо его готовить с хорошим настроением, как и любое другое блюдо. Если у тебя плохое настроение, оно у тебя не получится. И готовить его с душой. И, естественно, знать пропорции, которые тебе нужны для приготовления этого блюда. Значит, все знают, как делать осетинские пироги. Нет, не все. Нет? Ну, в каждой семье кто-то умеет делать, да. Кто-то умеет, а кто-то не умеет. Вот сейчас ты же тоже уже умеешь делать эти пироги. Ну, не знаю. Ну, как не знаю, зато я знаю, что ты уже умеешь. У тебя очень хорошо получились они. И я рада, что ты научилась делать пироги. Ты его еще масличком сделаешь? Ну все, давай закрой, убирай руки свои. Теперь будем ждать. Но, конечно же, и когда в доме происходит горе, это тоже используются пироги. На праздник делается по 3 пирога на подносе. На каждом подносе 3 пирога делается. Это знак благополучия в семье, знак здоровья, чтобы все в доме было хорошо, и у тебя в жизни было хорошо. А если это поминальный пирог, то делают только 2 пирога. Делают Богу и делают земле, потому что человек не видит солнца, он в темноте лежит, в подземном царстве. То есть для подземного царства и для Бога. То есть 3 пирога ты делаешь на здоровье, на то, чтобы семья жила хорошо, чтобы никто не умирал, и чтобы все жили счастливо и не болели. А ты все просто знаешь? Или к тебе тоже мама все это рассказывала? Как ты все? Ну как, это же с детства все рассказывается. Если ты живешь в какой-то, вот допустим, у тебя знания откуда появляются? Из твоей семьи. Правильно? Тебя в семье изначально обучают чему-то, потом тебя школа учит, и друзья твои учат. Мы жили в Осетии, и там существуют определенные традиции, и ты выполняешь эти традиции. Да? Такие делаем кружочки, муку, чтобы не прилипло ничего. Сильно забивать нельзя, а то будет невкусно. Все, и теперь накроем, и пусть постоят еще минут. И есть еще такие тоже традиции, тоже пекутся пироги. Если, допустим, кому-то надо построить дом или сделать что-то, все село собирается
И все люди приходят на помощь, помогают. Ну, естественно, там женщины пекут пироги, их угощают за то, что они пришли, оказали помощь. И есть такой осетинский нартский эпос «Нарты». Нарты – это название древней осетин. И там тоже говорится о пирогах, о том, что это очень такое символичное, это символ осетинского народа. Почему это блюдо важно для тебя? Ну, потому что это традиционное блюдо, хотя нельзя сказать, что это моей национальности, потому что я же армянка, и у нас есть свои блюда. Но так как я родилась, жила и всю свою сознательную жизнь прожила в Осетии, то я знаю, как это важно, эти пироги, и что они имеют большое значение. И даже эти пироги описаны в народных сказках, в народных сказаниях осетинского народа. Ну и потом это очень сытно, это очень вкусно. Если тебе надо накормить семью, ты ее накормишь. Ты сделаешь 3 пирога, и вся твоя семья поест по кусочку, наестся, будет сыта и будет благодарна. Вот все. Аккуратно, не спеши, вот видишь. И вот так равномерно, вот отсюда начинай, чтобы оно шло по... Вижу, вот дырочку сделай, этот шарик уйдет. Только кружочек красивый сделай. Перед тем, как есть пироги, когда вот приготовили 3 пирога в доме, то перед трапезой обязательно старший в доме читает молитву, произносит молитву. Это мужчина. Мужчина произносит молитву. Это неправильно. Правильно, окей. Давай, бери Ты муку. все очень хорошо сделала, знаешь? Да, я вижу. Давай теперь на чуть-чуть. Вот тут по краям сделай. Вот так. Клади посередине и по краям, чтобы тоненькая была, а то будет толстая. Диан, это очень тяжело делать вообще осетинские пироги. В Так, 14, подожди. 16, 17, Вот так вот 16 собирай. лет никто не делает. Собирай. Собирай вот так. Не, я серьезно тебе говорю. Это делают уже... Даже во взрослом состоянии люди не умеют делать. Да. Так хорошо, что у меня есть бабушка, которая Да. может делать. Да, бабушка тоже не умела. И у меня первые пироги были такие маленькие, потому что я никак не могла их. Но вкусненькие. Ничего. А сыра не было осетинского, и я брала просто плавленый сырок. Она мне говорит, возьми просто плавленый сырок. Да? Мгм. Вот так, поняла? И воздух сюда вышел. На, делай теперь кружок красивый. Посмотри. Три пирога, они их вот так вот расставляют, как бы отодвигают друг от друга чуть-чуть, и самый кусочек маленький от нижнего пирога дают самому маленькому члену семьи. И вот после этого уже можно нарезать пироги. Причем, когда нарезают пироги, их не крутят, их нельзя крутить. Ты должен нарезать только в одном, ну, в каком-то определенном направлении. Один Богу, другой Солнцу и третий Земле. Они друг на друга ставятся, 3 пирога на одном подносе, на одном блюде. Получается, вот он, видишь, какой весь. Весь. Это с чем будет? Да. Это сыр и картошка. картошка. Это называется картовчин. Вот я себе оставлю.